Всем привет! В этом мастер-классе мы очень быстро разберем вертикальный трикотажный шов, или его еще называют матрасный шов. Используют его для сшивания вертикальных краев полотен. Например, если вам надо собрать все детали кофты, то мы будем сшивать этим способом спинку и полочку. Или будем сшивать два края рукава, если вы вязали его поворотными рядами. Сшивать мы будем по лицевой стороне трикотажной иглой. Если вы впервые на моем канале, то рада приветствовать вас в своей уютной вязальной студии Momo Snail. Тут мы вместе учимся вязать спицами и крючком. И просто вдохновляемся. Не забудьте подписаться и поставить лайк. И если вы готовы, давайте начинать! Итак, я связала два образца разного цвета, чтобы было более наглядно. Допустим, вы связали кофту, две детали, спинку и полочку. И теперь вам необходимо все детали собрать вместе и сделать боковой шов. У одной из деталей я не стала отрезать нитку, и сшивать я буду ей. Если же вы отрезали ниточку, то ничего страшного, просто берем новую. Итак, вставляем нитку в трикотажную иглу и теперь начинаем сшивать. Напоминаю, что сшивать мы будем по лицевой стороне. Теперь обратите внимание на кромочные петли. У нас здесь есть вот такая косичка. Но когда мы смотрим на нее вот здесь, с лицевой стороны, вот тут у нас есть перемычки. Вот они. И именно за них мы и будем провязывать наш шов. На этой детали эти перемычки тоже, конечно же, есть. Вот они. Первым делом нам нужно закрепить нитку вверху вязания. Для этого вот у меня ниточка выходит сверху. Если у вас нитка отрезана, то вы сначала вставляете ниточку вот сюда. Затем я делаю следующим образом. Так. И теперь вставляю иголочку снова туда же, откуда выходит нитка. Подтянули. И вот мы закрепили два верхних края. Теперь начинаем вязание с левой детали. Начинаем слева, заканчиваем справа. Слева, справа, слева, справа. Беру сначала фиолетовую деталь, левую, и нахожу первую перемычку. Вот я вижу косичку, и вот между косичек вставляю иголочку вот таким образом. Цепляю за перемычку. Вытягиваю иголочку. Теперь беру оранжевую деталь, правую, и нахожу первую перемычку сверху. Вот она. И вытягиваю нитку. В процессе можно ниточку немного подзатягивать. Дальше переходим снова к левой детали, к фиолетовой, и находим следующую перемычку. Вот она. Переходим к правой детали, к оранжевой. Видим следующую перемычку. Вытягиваем нитку. Итак, аккуратненько, петля за петлей, мы идем вниз вязания. И вот посмотрите, какой красивый, аккуратный шов у нас получается. С лицевой стороны он абсолютно гладкий, с изнаночной стороны он выпуклый.
В конце вы закрепляете нитку в несколько оборотов и прячете кончик вязания. На этом все. Пишите комментарии, как у вас получился шов. Или поделитесь более удобным способом. Будем учиться вместе. Ну а если мастер-класс был полезным для вас, то не забудьте поставить лайк. И обязательно подписывайтесь. Я буду стараться делать больше интересных и полезных уроков. С вами была Шура. Пока-пока!